Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Телец. И расклад делаем на вторую половину месяца февраля. Давайте посмотрим, что ожидает Телецов в период с 15 по 28 февраля. Какие карты у вас сегодня выпадут, в каких комбинациях, соответственно, и как это будет выглядеть в общей картине. Я расклад делаю на одной колоде сегодня, так как я делала его для предыдущих знаков, кто смотрел. Надеюсь, вам такой вариант расклада подходит и нравится. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы и не забудьте подписаться на мой YouTube канал, конечно же, если вы еще этого не сделали. Итак, давайте посмотрим, что же наших тельцов ожидает. Первая карта, которая у вас здесь выпадает, карта Отшельника. Да, возможно, вам стоит уделить будет время какому-то самоанализу, может быть, побыть наедине с собой, сделать шаг назад и использовать накопленный вами опыт и ваши знания, и вашу мудрость, чтобы проложить определенный путь вперед. Возможно, вы обдумываете принятие довольно важного какого-то решения, и вот в этом пространстве, то есть в уединении, размышляя об этом и занимаясь самоанализом, возможно, кто-то из вас возьмет отпуск в этот период, чтобы обдумать что-то очень тщательно, кто-то просто постарается отгородиться от других людей, чтобы дать себе вот это пространство для уединения. Но в целом вы здесь принимаете какое-то решение, вы здесь думаете о чем-то очень важном, вы здесь стараетесь разобраться в каких-то для вас важных, фундаментальных вопросах. И для кого-то это может быть решение пойти там по пути одиночному, то есть быть как бы отшельником, да, таким одиночкой, да, в каких-то вопросах. Дальше идет двойка мечей, карта опять-таки, да, решения, непростого решения, распутья определенного, на котором вы находитесь. У вас здесь может быть нежелание взглянуть в лицо определенным проблемам или ситуации, у нее здесь завязаны глаза, да, возможно, вы что-то не хотите замечать или не хотите что-то видеть, потому что вам нужно сделать сложный выбор. И здесь вам нужна интеллектуальная энергия, вам нужно здесь разобраться именно в каких-то вот фактах для того, чтобы принять решение. Вам нужно увидеть правду, вам нужно увидеть ситуацию так, как она есть, и вам здесь нужно логично мыслить для того, чтобы опять-таки это решение было правильным. Может быть, где-то обратиться и к своему внутреннему чутью, почему она здесь с завязанными глазами. Возможно, вам здесь нужно разобраться в своих ощущениях также. То есть здесь такое сочетание интеллектуальной вашей мыслительной деятельности и интуиции также, потому что решение очень сложное. Возможно, здесь ваше подсознание и ваша логика вас немножечко как будто тянут в разные стороны. Дальше у вас здесь выпадает тройка мечей, и в целом, либо решение принимается, либо оно уже принято. Но опять же, для некоторых из вас это может быть решение, которое полностью зависит от вас, и вы принимаете очень сложное решение, тельцы, которое может принести, может быть, разочарование, может быть, какую-то душевную боль или разбить вам сердце. Может быть, даже к какому-то расставанию привести, поэтому карта отшельника здесь. То есть у вас сложные эмоции, с которыми вы здесь сталкиваетесь, и здесь очень непростая ситуация, в которой вы пытаетесь понять, как лучше всего с этим справиться, как лучше всего с этой ситуацией поступить. Для многих из вас во второй половине февраля предстоит непростое решение. Непростое решение, которое, к сожалению, придется принять. Возможно, кому-то это разобьет сердце, возможно, кому-то будет действительно непросто, но это приведет к вашему где-то умиротворению и ощущению вот этого понимания высшей сути или какого-то духовного роста, к которому вы приходите через боль или через какие-то проблемные ситуации. В целом карты такие не самые простые, скажем, и да, я не скажу, что такой уж прям хороший, такой позитивный здесь расклад у нас в самом начале, но это еще не конец расклада, может быть, у нас дальше будут хорошие карты. Так что давайте посмотрим. Следующая карта, которая у вас есть, карта шута, да, или карта дурака называют ее. В целом путь, да, Таро начинается с пути дурака или с карты дурака. Карта шута это в принципе, да, основной энергией у вас будет в феврале месяце. Она показывает вам первую карту в старших арканах Таро. Она показывает
начало этого пути, соответственно. И здесь она говорит о том, что какой-то цикл или какой-то этап жизненный, через который вы проходили, да, или проходите много раз за свою жизнь, возможно, один завершается и начинается новый, потому что здесь новое начало, здесь возможность шагнуть в неизвестность, как будто бы начать новый путь, совершенно новую дорогу, новый цикл, новую главу вашей жизни, которая ждет своего, собственно, развития, да, и которую вы будете читать. Да, вы, возможно, должны рискнуть, вы должны сделать этот шаг в пропасть. Определенно вам нужно будет выйти из зоны комфорта, потому что вам нужно начать эту новую главу. И вам нужно здесь, вот какие-то проблемные ситуации здесь могли быть толчком к этому новому началу, которые вытолкнули вас из вашей комфортной зоны. И как раз вот этот выход из зоны комфорта позволяет вам развиваться, расти, что-то менять. И это действительно неплохое на самом деле такое вот сочетание. Это хорошо, что у вас эта карта шута выпала. То есть вы готовы двигаться дальше. Вы принимаете решение добровольно начать жить полной жизнью, даже если это трудное решение или если вам нужно выйти из зоны комфорта. Может быть, это разбивает вам сердце, это решение, но вы даете себе шанс и возможность начать что-то делать сначала, начать новый путь, новые возможности для себя открыть, быть более легкими и открытыми новым перспективам, потому что вы смотрите в будущее и думаете, что вот вы сможете справиться, что вы совсем сможете в этой жизни, собственно, разобраться, и никакое разочарование вас не остановит. Вот, то есть вы действуете здесь в своих интересах. Но даже если к этому причастны какие-то другие люди, допустим, да, к принятию этого решения, даже если в настоящий момент кому-то из вас кажется это решение трудным или болезненным, вы все равно это решение принимаете, несмотря на то, как там кто реагирует на это ваше решение. Вы считаете, что это правильное решение, это правильный поступок. Итак, давайте посмотрим. Следующая карта у вас карта Мир. Кстати, карта Мир. Да, я говорила, что шут — это первая карта, 21-я — это последняя карта в старших арканах. То есть это, по сути, как начало пути и конец пути. Да, то есть это карты, которые показывают, что действительно для вас какой-то период завершился, какой-то важный этап завершился, который шел от начала и до конца. И здесь у вас начинается новый период, который будет тоже завершен потом, и будет завершен триумфально. То есть это хорошая перспектива для вас. И это хорошее начинание, которое здесь, соответственно, вас ждет. Поэтому вам здесь однозначно переживать по этому поводу не стоит, да, хотя и достаточно непростой может быть для вас период. И очень эмоциональный, и очень такой переживательный достаточно для многих из вас, для многих тельцов. Но в целом это карта Мир, да, карта такая очень обнадеживающая, карта, которая показывает, что вы принимаете однозначно правильное решение, что оно верное, что оно приведет вас к успеху, что оно даст ощущение завершенности. И здесь, да, вы, возможно, чувствуете, что вы здесь готовы к этому совершенно новому горизонту. Давайте посмотрим дальше. Карта девятка жезлов. Карта девятка жезлов, карта раненого воина, я ее еще так называю достаточно часто. Карта человека, который пытается себя, может быть, отгородить от каких-то переживаний, от каких-то проблемных ситуаций, от каких-то неприятностей, соответственно, да. И по карте девятка жезлов можно говорить, что вы как будто бы близки к завершению какого-то цикла, опять-таки, и вы пытаетесь закрыть какую-то дверь или принимаете решение закрыть дверь, может быть, в каких-то отношениях или в какой-то ситуации. Эта карта показывает человека, который очень многого добился, и да, он готов еще прикладывать какие-то усилия, чтобы завершить что-то начатое, потому что вот то, что он делал, очень тяжело, и с каждым днем становилось все тяжелее и тяжелее и тяжелее, но вы, тем не менее, не теряете настойчивости, чтобы преодолеть здесь эту проблему, довести что-то до конца и начать новый период или новый этап, соответственно.
Здесь какое-то идет как приближение, завершение сложного цикла. Возможно, он еще не завершился сейчас, но он заканчивается во второй половине февраля, соответственно, потому что девятка жезлов, она это подразумевает. И вы уже приняли решение двигаться вперед по этому новому пути, но как будто осталось еще что-то, что нужно доделать. И это, может быть, очень изнуряет вас, да, и как-то тяжело, собственно, сказывается на вас. Может быть, вам кажется, что, боже, это никогда не закончится, или это никогда не пройдет, да, какая-то неприятность или какая-то сложность. Но вы преодолеете это, перейдете к новому этапу, к новому периоду, потому что вам удастся это завершить, даже если вам кажется, что конца и края, да, этой ситуации нет. Давайте посмотрим дальше. Следующая карта у вас шестерка мечей. Это карта переходная. Она означает какую-то ситуацию изменения, когда вы оставляете что-то плохое позади, опять-таки движетесь к лучшему будущему. Вот он здесь на лодке отплывает от одного берега к другому. То есть он заживляет раны, он готов здесь исцеляться, он готов здесь какие-то эмоциональные свои проблемы решать. Возможно, вы уходите от каких-то неприятностей или каких-то плохих ситуаций, плохих дней, плохих историй, соответственно, каких-то проблем болезненных для вас. И вот вы движетесь к этому другому берегу, но пока что вы еще не оказались на этой твердой земле, то есть вы еще в процессе исцеления или вот этого переходного этапа, когда вы в этой лодке плывете, соответственно, да, дальше. Следующее, десятка пентаклей. Семерка мечей. Десятка пентаклей. Карта показывает здесь семью. Карта показывает достаток и благополучие, которое есть в этой семье по десятке пентаклей. В целом. И тут же у вас эта карта шута. Да, карта шута и карта десятка пентаклей. Да, у вас может быть, правда, сложное решение, сложный выбор здесь или сложное начало. И это сложное начало, оно, знаете, может быть, вы очень много переживаете по этому поводу, вы здесь решаетесь отправиться в неизвестность, вы готовы рискнуть и бросить себе вызов, не зная наверняка, что вас ждет впереди, какие будут ситуации, соответственно, с вами происходить. Может быть, вы боитесь, да, этих каких-то неизвестных моментов или этих приключений, даже несмотря на то, что вы двигаетесь вперед по этому новому пути, но вы понимаете, что да, вам тяжело, вы прожили какую-то тяжелую ситуацию, и по десятке пентаклей вы понимаете, что вот это решение, сложное решение, оно может быть связано и с вашей семьей как-то, может быть, с вашим домом, или как-то затрагивает вашу семью, там, ваших близких, соответственно, да. Также это решение, желание что-то, вот как начать новый период, оно дает вам чувство, что там дальше будет лучше, что будет более стабильная, более какая-то спокойная ситуация, больше будет заземленности, больше понятного, потому что десятка пентаклей, она о наследстве, о наследии, о каких-то важных вещах, которые вы решаете касаемо там наследства, каких-то денег, какого-то капитала, да, чего-то, что даст вам ощущение стабильности. И вот вы можете быть здесь обеспокоены о вот этих вещах материальных или какой-то долгосрочной безопасности и стабильности. Может быть, вы боитесь, что вам там денег недостаточно на банковском счете или какие-то проблемные могут быть моменты там с семьей, допустим, да, вам хочется больше безопасности, больше уверенности в том, что именно вот это решение поможет вам двигаться дальше, что оно позволит вам, ну вот как бы, да, благодаря тому, что вы это делаете, вложиться в свое будущее, какое-то наследие вам обеспечить, соответственно, финансовое, какое-то благополучие и безопасность в будущем, да, и поэтому вам нужно оставить позади какую-то неприятную вот эту историю. То есть здесь очень сильная связь может быть с вашим домом, с вашей семьей. Кто-то из вас, может быть, уходит из там своей профессии и там на пенсию уходит, больше занимается домом или семьей, допустим. То есть уходит от чего-то, к чему вы были привязаны, и вам это доставляет действительно какую-то как болезненную такую ситуацию, и вы можете беспокоиться о своей материальной стабильности, о своей финансовой безопасности. Поэтому здесь и такие могут быть тоже, да, соответственно, переживания с этой картой шута и картой тройка мечей, да, которая как дает вам беспокойство. Может быть, какие-то переживания касаемо вашего брака тоже. То есть здесь может быть много на самом деле разных историй. И это же общий расклад. Тем не менее, да, кто бы что ни говорил, не могу я в общем раскладе вам какие-то такие вещи говорить более точные. То есть это так, чтобы вот
большинству из вас все-таки это подходило, но вот основная энергия такая. Давайте посмотрим дальше. Ну, в целом-то вот эта карта семерка мечей, которая здесь у вас есть, карта каких-то переживаний, может быть, связанных с тем, что вы боитесь, не доверяете, может быть, окружающим, думаете, что что-то может, как будто вы по семерке мечей вас кто-то может обмануть или что-то может пойти не так. Тут же еще и десятка мечей. То есть вот эти мечи, карты предательства, обмана. Может быть, кто-то вам солгал. Может быть, это кто-то из ваших близких, из вашей семьи. То есть карта очень эгоистичная. Она как бы не такая уж прям самая плохая, да, она больше говорит о стратегии, о том, что кто-то что-то задумал, что-то планировал, может быть, втайне от вас, может быть, какие-то закулисные там игры вел, соответственно. То есть что-то мог кто-то делать, и вы этого не знали, и добивались своим путем или своим способом что-то, и вам это не подошло, вы об этом узнали, возможно, да, или что-то держалось в секрете, как какая-то серьезная стратегия, как за закрытой дверью что-то держалось, и, соответственно, вы могли об этом узнать. Либо вы кому-то не рассказываете о своих планах, о своей стратегии. То есть эта карта может и о хорошем в целом говорить, да, о каких-то ваших планах и вашей стратегии, которую вы стараетесь не раскрывать другим людям. Но в целом эта карта все-таки, да, обмана, лжи, неправды, может быть, какого-то жульничества, шулерства такого. Возможно, карта, да, вот какого-то предательства, нечестности в целом. В целом не самая хорошая, да, карта, больше она мне все-таки не нравится, плюс еще и десятка мечей за нее идет, как горе, боли, какие-то неприятности от того, кто, возможно, был коварен по отношению к вам. Может быть, это какие-то отношения романтические, да, поэтому здесь карта десятка пентаклей. И опять-таки, может быть, семья или даже работа, потому что пентакли — это все-таки материальная карта. Но в целом достаточно интересно, может быть, вы чувствуете себя преданными, обманутыми, потому что вы рассчитывали на то, что что-то вот произойдет, как обсуждалось или как планировалось, да, как обсуждалось там с этим человеком, а это не произошло. И вот вы понимаете, что худшее уже случилось, хуже уже не будет, и поэтому десятка мечей, как последняя карта, да, в цифровых, скажем, арканах, десятая, она последняя, показывает, что ну все, это уже как бы финиш, это уже стрессовая ситуация завершается, и уже переживать нечего, потому что это уже конец. Да, давайте посмотрим дальше. Карта восьмерка чаш у вас также здесь есть, карта восьмерка чаш, карта желание уйти от какого-то разочарования, возможно, желание уйти от какой-то неприятной для вас, некомфортной ситуации, которая у вас произошла. Да, какая-то ситуация неприятная, которая у вас произошла. Возможно, у вас есть желание как будто бы оставить это позади, потому что ну, вот вы понимаете, что это никакой пользы вам больше не несет, допустим, да, то есть не несет никакой выгоды. Возможно, так. И есть желание двигаться дальше. Карта колесница. Движение дальше по своему пути, которое вы себе запланировали. Вы уже не оглядываетесь назад. Вы готовы двигаться дальше. Вы понимаете, что было уже трудно, но сейчас, когда вы находитесь в этой ситуации, пожалуй, ну, все плохое, что могло случиться, оно как будто направило вас на этот новый путь, по которому вы готовы мчаться, двигаться дальше, соответственно, да, несмотря на все те проблемы, которые у вас были, они вас не сломили, они дают вам возможность двигаться по этому новому пути, разворачиваться спиной к всему негативному, и да, хоть впереди вас ждет неизвестность, здесь эта карта показывает нам Луну впереди, да, здесь шут шагает в пропасть, неизвестно так, собственно, что его ждет тоже впереди, но тем не менее колесница, вы знаете, чего вы хотите, вы движетесь дальше по этому пути, который вам открывается, новому пути. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для тельцов на вторую половину месяца февраля мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.